Ну что, мы в эфире, написали нам в Фейсбуке и на Ютубе, но и мы не можем им не верить. Раз написали, значит в эфире. Ну что, с добрым утром, 11 утра, 29 марта 2025 года, суббота. А раз суббота, значит шалом секта, Анкап Акбар. Все в чате написали ответ, молодцы. Я надеюсь, меня сегодня хорошо слышно, нас хорошо видно, значит можно и начинать. Так что у нас сегодня будет достаточно, постараемся быстрый такой эфир, уложиться в час. Так что пишите свои вопросы уже сейчас, чтобы мы успели на них ответить в течение часа. Потому что время не ждет. Двигаемся интенсивненько, задавайте вопросы, будем отвечать. А хотел я начать все-таки опять с Америки. Сейчас очень много говорят о темном просвещении, да? Это новая, хотя не новая, она еще с 30-х годов, технократическая идея американская о том, что все должно управляться как большая корпорация. Хотя новые друзья Илона Маска, они называют себя еще и либертарианцы. В принципе, что-то общее, наверное, есть, потому что они, по крайней мере, мы с ними можем согласиться в том, что демократия – это фикция, в том, что выборы – это тоже фикция. Управляют все равно не те, кого выбрали, и вообще демократия не работает. Тут с ними можно согласиться, но дальше идет, наверное, большое различие между либертарианцами и технократами. Но, тем не менее, они называют себя либертарианцами, как ни странно. И вот как вы относитесь, собственно, к темному просвещению? Знаете ли вы о них что-нибудь? О философии и прочих вещах, которые теперь продвигаются? И теперь всех пугают, что в США все наступит технофашизм и конец всем. Там, насколько я понимаю, то есть я специально так глубоко не копал, просто оно мелькает уже давно, это темное просвещение, как на самом деле как реакция на, скажем так, засилие левых в академической среде, прежде всего, то есть много растут оттуда, и как попытки людей даже начать искать другие ответы вместо тех, которые явно навязываются. Да? То есть, человек легко чувствует, когда ему особенно туфту, если ему какой-нибудь рассказывают. Вот, он даже не понимает, где его обманывают, но он понимает, что его обманывают, потому что явная чушь какая-то. Вот. Просто левая, скажем так, пропаганда, она зашла уже так далеко, что она потеряла вообще всякую связь с реальностью. То есть после того, как левые философы, так сказать, официально отринули истину и возможность ее существования. Вот, собственно говоря, с этого момента, так сказать, шарик улетел, значит, в небо и скрылся там за тучами. То есть все это окончательно потеряло какую бы то ни было связь с реальностью. Вот, кстати говоря, в противовес полный марксизму. Ну, в марксизме, понятно, там есть тоже сильный элемент идеализма, да, от Гегеля, который идет, который связан с вот этим самым, так сказать, духом истории у Гегеля, вот, а у Маркса я уже не помню, как оно там называется, но, короче говоря, вот то, что двигает вперед вот эти самые общественные формации, вот, и тезис о том, что коммунизм это последняя и высшая общественная формация, это все оттуда, да, то есть там, конечно, элемент идеализма присутствует, но и очень сильный, но марксизм всегда опирался на такой утрированный очень рационализм, вот, что власть пролетариата, она нужна, потому что это будет хорошо, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, даже начать с претензий, которые они выдвигают капиталистам, что капиталисты и грабят, это чисто материальная претензия, вот, и вокруг этого все пляшет. А вот неомарксизм, он решил плюнуть на это дело, какая еще истина, какая еще вот эта вот рациональность. Ничего этого нет, это все симулякры, значит, это все способы навязывания
одного правящего класса, значит, своей власти подчиненным классом. То есть патриархии вот этой всей злобных, значит, белых цисгендерных мужчин, которые, значит, угнетают всех остальных. Вот, включая их использование. Так вот, когда это все произошло, то, собственно говоря, не могло не появиться чего-то в ответ, которое, ну, появлялось много чего, но которое бы пыталось как-то структурированно опровергать, отрицать вот все эти левые как бы посылы. И вот это темное просвещение, так называемое, это одно из направлений. Оно не есть, с моей точки зрения, возможно, там и есть что-то такое, что можно, так сказать, преподнести как цельную идеологию со своей какой-то внутренней структурой, внутренней непротиворечивой, скажем так, структурой. Но я, по крайней мере, там этого не видел. Возможно, оно там есть, еще раз говорю. То есть у меня взгляд абсолютно поверхностный. Точно так же, как взгляд на либертарианцев со стороны. Он к либертарианцам запишет там всех, кого попало, да, начиная просто от тех людей, которые сами себя так называют, до любого, так сказать, человека, который там выступает за ограничение государства формально и так далее. Хотя мы знаем, и это уже как бы следующий вопрос, что у либертарианства есть четкий критерий, который, в отличие от других идеологий, отделяет, так сказать, либертарианца от нелибертарианца. Вот. Так вот, если применять этот критерий к сторонникам Маска, там, ну, условно говоря, ну, я тоже могу, например, себя отнести к сторонникам Маска, да, но я не считаю, что Маск там, какой-то либертарианец. Вот, потому что, скорее всего, он самопринадлежностью, ну, как бы не знаком с этой концепцией, вот свои как бы действия он с ней не соотносит. Вот, ну, и явно как и его как бы ближайшие там сторонники, последователи, с которыми он работает, их тоже как бы либертарианцами назвать трудно. Либертарианцами их называют также по той же причине, по которой либертарианцами могут назвать там любого правого. Любой правый, ну, не любого, то есть не совсем там консерватор, вот, такого, который там почвенник какой-нибудь, да, понятно, что к либертарианцам не отнесут, скажем так, человека, который, ну, классического либерала там, или даже технократа, который будет говорить хотя бы даже о рациональности государственных расходов, страшно подумать, вообще страшные вещи, да, вы говорите, товарищ, вообще контрреволюционный. Вот даже технократ, например, может сказать о том, что расходы должны соответствовать доходам, вот, и лучше это все как-то оптимизировать, и если расходы растут, их надо сокращать. То есть вот такой подход, который одинаков будет для классических либералов, либертарианцев там, и так называемых технократов. Да? То есть технократия, она как бы боком на самом деле. То есть если либертарианство и классический либерализм – это как бы политические идеологии, да, то технократия – это ни в коем случае не политическая идеология, это скорее мировоззренческая позиция, то есть общий подход к проблемам, да, каким бы то ни было. Вот что проблема, вот ее надо решить, надо создать рабочую группу, там поручить ей, значит, чего-то разработать, план и дальше его внедрять, исследовать плану. Вот, и везде корректировать, значит, на наличие ошибок, там, так далее, эффективность и прочее. Вот это все язык как бы технократии, да. Вот. И технократия еще имеет другую сторону, то есть это подразумеваемый результат, да, то есть когда вот эта некая рабочая группа становится, условно говоря, правящей группой, ну и дальше она для себя и для других, да, то есть пользу, так сказать, себе и другим, вот она там эффективно управляет. То есть, да, то есть вот управление, эффективность, наличие иерархии, вот, возможность, видимо, двигаться по этой иерархии и так далее. Вот такой общий технократический, скажем так, подход, который мы найдем и в социал-демократии, и в консерватизме, вот, и в классическом либерализме. В либертарианстве мы его не найдем, кстати говоря, потому что он там не нужен. Вот. Так вот, с этой точки зрения, конечно, можно сказать, что это технократы, но их так называют как бы еще потому, что они в основном это представители, скажем так, бигтеха, да, либо, ну и вообще, скажем так, людей, которые связаны с
либо с вот этим самым компьютер-сайенс, да, условно, ну, в широком смысле слова, вот компьютерщики, вот в широком смысле слова, ну и вообще как бы люди, которые зарабатывают вот в этом секторе. Они это могут быть предприниматели, это могут быть специалисты, инженеры, вот. Но так или иначе они связаны с вот этими новыми, ну, новыми уже, конечно, не новыми, но они на нашей с вами памяти новые, да, так сказать, вообще это уже не новые как бы сектора, экономические, быстро там развивающиеся и так далее. Вот, то есть которые видят здесь для себя на месте государства огромную, ну, как бы, огромное поле, да, где они могут поживиться в будущем, поэтому, конечно же, им, в принципе, вот такое государство не нужно. Но это не значит, что им любое государство не нужно, как либертарианцам, да, чем они отличаются, потому что либертарианцам технократы тоже нахрен не попали, вот, потому что никакого толку от них не будет, никакой эффективности от них не будет, то есть ничего этого не будет, потому что не может быть никогда. Вот. Так сказать, вот в этом, ну, в каком-то спектре проблем они, конечно, с либертарианцами они будут совпадать. Эти самые технократы, вот, но в целом, конечно, это другое совершенно, другое мировоззрение, другой подход, вот, другой взгляд на вещи, да, то есть ну, в принципе, скажем так, технологически технократов можно было бы использовать, если бы, опять-таки, стояла цель перед какой-то либертарианской масонской ложей захватить власть, чтобы потом от нее, так сказать, отказаться, да, бросить колечко в рот-руинчик. Вот, то здесь технократы, конечно, будут необходимы. Вот они будут необходимы, но как раз для выстраивания вот этих вот всех схем. Вот. Но в целом, конечно, это другое мировоззрение, оно к либертарианству как таковому, конечно, не подходит. Не подходит, поскольку это, скажем так, мировоззрение, которое для управления социальными процессами оно не годится, потому что ими управлять не надо. Да, потому что это самоуправляющаяся система. Вот, а технократ хорош, так сказать, в рамках ограниченных своими задачами. Вот если он лезет, так сказать, там, это самое, керувати чимось, там, другими людьми без целей, так сказать, прямого извлечения прибыли, не будучи ограничен при этом еще чем-то, то, конечно, он становится таким же опасным, как государство. Вот, то есть, ну, грубо говоря, вот сейчас идет замена, скажем так, отказ от идеи цифровых валют центральных банков в пользу стейблкоинов, которые будут играть на самом деле ту же самую роль. Ту же самую роль, но вот более замаскировано, более, скажем так, скрыто. Вот другая группа хочет на этом поживиться. Да, то есть это идея цифровых валют центральных банков, это идея одной как бы клики. Там тоже, конечно, есть технократы свои, но это более старая как бы клика. Построить ту же самую схему через стейблкоины, которая выглядела бы немножко поприличней, вот, и не было бы столь очевидно, так сказать, грабительской. Это вот как раз технократическая идея. Но это все равно централизованная иерархическая система. Вот. Я думаю, что там для либертарианцев намешано будет и хорошего, и плохого. Да, то есть вот это, понятно, стейблкоиновая схема – это плохо, вот, но могут быть какие-то, но то, что делает Маск, допустим, сейчас по сокращению государства, конечно, это всегда хорошо. Это всегда хорошо, хотя бы глядя на ответную реакцию, значит, он бьет туда, куда надо. Ну, технократы, это же были еще в 30-х годах известное такое течение, когда люди пытались перестроить, ну, у них, конечно, не получилось, но идея была, что тот, кто создает цивилизацию, тот ей должен управлять. Ну, то есть инженеры должны стать во главе и создать во всей Америке один большой американский технократ. Да, но это часть общего прогрессивистского как бы движения, которое еще там в конце 19 века пошло. Вот, то есть наука, ну, все это, короче, вот упирается руками и ногами там в Сен-Симона и за ним как бы в Конта. Вот, его ученика как бы Конта, то есть который уже более
как основатель социологии, вот он, значит, вот это вот все, научный подход, короче говоря, к управлению обществом. Да, если мы достигли таких больших успехов в научном подходе, применении его к естественной среде, да, в понимании мира, как бы, вот, не общественного, да, а, так сказать, просто материального, то почему бы нам эти все приколы не применить, так сказать, к управлению обществом? Вот суть, собственно говоря, на самом деле, в широком смысле слова технократии. Сюда же ложится и марксизм, на самом деле, потому что он тоже фишку продвигает. Вот. И все прочее, кроме там, здесь с ним не будут согласны, с этим подходом, часть консерваторов, причем даже не все, а часть консерваторов и часть классических либералов, опять-таки тоже не все, вот, и либертарианцы. То есть вот такая группа вот образуется, которая не согласна с этим подходом в принципе. Ну, интересно, чем это в Америке закончится. Потому что, глядя на то, что сейчас происходит в Белом доме, на Хексета, там, Тулси Хаббард, на Джей Венса, такое ощущение, если бы я верил, если бы я знал, что миром управляет какая-то тайная ложа, а не всеобщая лажа, то я бы мог поверить, что это специально. Люди засовывают, создают абсурдную совершенно картинку для того, чтобы показать, что демократия в принципе не работает. И вот смотрите, кого вы навыбирали. Ну, вот как-то так. Потому что мы видим в слитых этом сигнале, да, тексты, такое ощущение, что там просто полные идиоты какие-то сидят. Ну, может быть, это, кстати, иллюзия, потому что у методологов же была тоже эта идея о том, что нужно создать определенные образы, и каждый из людей, которые публично, он этот образ изображает. Ну, короче, можем долго идти в сторону конспирологии, и пытаясь каким-то образом рационализовать абсурд, который мы видим. Ну, они все равно популярны, ну, вот, и популярны они совсем не у реднеков. Вот, просто мы не живем в Америке, это раз, то есть у нас своя призма, через которую мы смотрим. Вот я, например, стараюсь от этой призмы максимально избавить. Ну, у меня ее особо, так сказать, не было, да, то есть поэтому я более, так сказать, позитивно на это все смотрю, потому что я понимаю, что так или иначе это враги левых, вот, а, собственно говоря, если удастся Америку спасти от окончательного поглощения левыми, вот, то у этого мира там появляются какие-то шансы. Вот, потому что если не удастся, ну тогда, значит, можно спокойно там доживать свою жизнь где-нибудь на каком-то хуторке. Вот, и понимая, что это надолго еще, на долгие века вот это все будет еще и неизвестно, скорее всего, закончится все равно очень-очень плохо, только уже в глобальном как бы варианте. Вот, то есть, если Америке удастся как-то отбиться, ну, значит, уже есть надежда. А там кто это будет делать? Там Тулси Хаббард это будет делать, там, или кто-то еще, и как, и что, и с какими идеями, это уже не имеет значения. Это уже как бы значения не имеет, потому что все равно главное, что сейчас, ну, как бы происходит, да, то есть это то, что впервые в истории административное государство назначено виновником номер один. Поэтому оно так беспокоится. Поэтому и в истерику, так сказать, вот эту вот всю левые закатывают, сжигают эти Теслы там и вот это вот всякое. Вот, потому что на святое покусились. Что лишний раз показывает, как бы, да, что либертарианцы всегда были правы. В том смысле, когда они говорили, что вот, собственно говоря, вот государство это и есть как таковое, да, это и есть цель конечная движения всех вот этих вот леваков и так далее, и так далее. Что все они существуют только для того, чтобы оправдать расширение как бы, вот этой касты, как бы, которая реально правит страной. Реально правит страной. Вот. А то, что и технократы, и, скажем так, и вот это темное просвещение, да, которое все так страшно переплывались теперь. Вот, хотя надо было смотреть еще раньше, оно там очень давно уже существует. Вот. Говорят, что демократия не работает, но так это правда, да, она не работает. Вот вам пример теперь, да, что оказывается избранный президент не может уволить собственного чиновника, который находится в его вроде бы как бы подчинении.
Да, то есть сказал, вот оно, вот разделение властей. Мне очень смешит особенно ссылка на разделение властей, как на причину, чтобы не увольнять чиновников. Потому что никакого разделения властей тут нет. Да, тут даже если брать формальные все эти, значит, признаки, понятно, что мы понимаем, что это все не работает, тоже это все как бы голову одного и того же дракона. Но тем не менее, даже если в это верить, да, что вот есть разделение властей, то все, что сейчас делает Маск, он сейчас ликвидирует, пытается ликвидировать и сократить ведомства, которые находятся в исполнительной власти. То есть это все ведомство как бы в одной из ветвей власти, которой командует президент. Потому что в Конституции написано, что исполнительная власть принадлежит президенту. То есть все эти пацаны – это его подчиненные. То есть он должен одним движением руки, да, то есть одной подписью на одной бумажке быть способным уволить любого поца или назначить любого поца, который там ему нужен, скажем так, или не нужен, да, для исполнения своей функции вот этой самой исполнительной власти. Вот. Иначе во всем этом разделении властей нет никакого смысла, да, то есть как тогда вот меня избрали, там, я столько всего прошел, столько перетерпел, меня травили 8 лет беспрерывно каждый день, ну, вот суды, пересуды, обвинения, переобвинения, и тут, значит, я получаю власть, и оказывается, что я с ней ничего не могу поделать, и не просто с другими, да, не просто там с другой ветвью властью, там, судебной, например, или там законодательной, да, а со своими собственными, на которых я рассчитывал, как на верных бойцов. Они говорят, что бюрократия – это нейтральная как бы структура, которая просто исполняет приказы. Она просто исполняет приказы. Да, вот, ну вот я встал во главе этой конторы, которая, значит, просто исполняет приказы. Она ни хрена не исполняет. Я их даже выгнать не могу. То есть это супер вообще. Это очень хорошо, что вот это все происходит, да, потому что и поэтому их так колбасит. Поэтому их так колбасит всех, потому что это тайное знание, в которое никто не хотел. Это все равно, ну, как сейчас бы открылось бы, например, что Земля плоская, действительно. Вот полетели бы какие-то хитрые космонавты, значит, в космос, не связанные с НАСА, там еще где-нибудь, да, как-то вылезли, да, и сказали, о, блин, точно, вот она черепаха, вот все, вот, мы в прямом эфире показываем вам, да. Я представляю, какая, значит, была бы истерика тоже, потому что люди, ну, не хотели бы любой ценой верить вот в открывшуюся им правду. Да, то есть я не говорю, что Земля плоская, я говорю, что это примерно вот похоже. Потому что в их картине мира, значит, шарообразность Земли, ну, как бы она занимает важное место. Да, точно так же в картине мира, значит, большинства людей, вот это самое государство, которое для полезных целей создано, а бюрократы, ну да, они просто выполняют плохо свою работу. Вот в этом проблема, что бюрократизм, вот это, да, лишние бумажки, но это все можно починить, а на самом деле они полезны, и они все подчиняются, значит, избранной политике. Ага, хрен, значит, оказалось, что нет. Оказалось, что, причем вот оказалось, ну вот явно, ну, то есть скрыть это уже нельзя, это как с ковидкой, да, то есть это вот все. Вот они вакцины, вот они не работают, вот они локдаун, вот оно нахрен никому не надо, вот они, значит, наворовали кучу денег, и все понятно, да. То есть теперь, как бы, ну, человеку в здравом уме и твердой памяти отрицать это все, как бы, очень трудно будет. Вот. Точно так же и здесь, да, то есть теперь, вот, ясно, да, вот, пожалуйста, смотрите, люди пытаются уволить подчиненных им бюрократов и не могут. И не могут. То есть это все равно, что плоская земля. Это примерно вот так. Поэтому их так колбасит, поэтому последствия будут серьезные и долгосрочные. Вот. То есть это так просто не закончится. То есть что бы ни было, да, то есть там убьют того Трампа, убьют того Маска, или там переизберут этого Трампа, там придут какие-то демократы, но уже свершилось. Уже свершилось. Это вещи, которые не исчезают. Это как бы вот столбик такой, да, то есть это пройденный шаг как бы на пути эволюции очень важный. Вот, на пути, ну, как бы вот осознания того, ну, как устроен реально, значит, общественный мир и, в частности, государство. Вот этот шаг сделан, вот, все продемонстрировано, теперь только просто вопрос принятия этой новой информации. Вопрос, так сказать, принятия, поэтому он может быть долг. Поэтому он может быть долго, но она неизбежно будет принята, поскольку это факт, который невозможно отрицать, как бы людьми, у которых есть немножко что-то в голове. Есть опасность, что
маятник, качнувшись в одну сторону, сильно качнется и в другую. Например, сегодня основным противником и человеком, который больше всех кричит и собирает многотысячные митинги, это Берни Сандерс. То есть это самые крайне левые. И неизвестно, на какой точке это все зависит. Но будем надеяться, что Ну, Сандерс, изменения будут достаточно мощными. он и должен кричать. Это такая ветренка, значит, американского разлива. Ну, вот. Это его работа, собственно говоря, это делать. То есть, поэтому тут ничего удивительного. Вот. И, кстати, хорошо, что он кричит, и на самом деле, то есть, ну вот видно, что его как бы роль это вот защищать эту всю систему, то есть вот она, вот они левые, они для этого существуют. Ну и замечательно. А тут, кстати, и вопрос у нас в чате. Почему ни одно государство ни в одной стране мира не рождает у людей неприязнь? Ведь из данного канала можно сделать вывод, что оно гражданам должно быть в тягость. В чем причина стокгольмского синдрома? Может быть, так происходит, потому что свободный рынок в тягость бедным странам. У любой развитой страны есть момент, когда она была бедной, но грамотный протекционизм привел к развитому состоянию экономики. Грамотный протекционизм ни к чему привести не может. Вот. Грамотный, как раз отказ от грамотного протекционизма, он и привел к развитому состоянию экономики. Вот. Дело в том, что протекционизм – это обязательный элемент меркантилизма. А меркантилизм предшествовал экономическому вот этому росту всему и промышленной революции. Вот. Именно отказ от меркантилизма, который начался в Англии, там с ликвидацией огромного количества меркантилистских законов, вот, и создал как бы правовые условия для того, чтобы выстрелила промышленная революция. Вот. Потому что, ну, опять-таки, когда говорят протекционизм, то это, ну, очень широкое, значит, понятие. Ну, к примеру, говорить о Британии любого разлива, как бы, да, потому что там были разные моменты, как с начала 19 века о том, что это протекционистская страна, уже нельзя. Несмотря на то, что она все равно использовала тарифы активно, да, и использовала часто себе вред, там, вспомним там те же хлебные законы и так далее. Но это было совсем не то регулирование уже, которое было при предыдущих, как бы короля предыдущих эпохах, когда именно был меркантилизм, когда там четко делили, значит, рынки, четко делили, значит, кому можно, кому нельзя, сколько, с какими пошлинами и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому ни в коем случае не протекционизм, а только свобода является причиной как бы роста. Вот. И, соответственно, тут же ведь что получилось? Когда начался этот бурный рост, то начали быстро расти доходы у людей. Вот. И государство, которое до этого момента собирало где-то 10%, может быть, оно ВВП себе могло присвоить, вот, потому что люди были бедные, и ему было довольно тяжело до них добраться. Вот. Оно почувствовало тоже здесь свою как бы ускользающую прибыль и тоже увеличило налогообложение. Но люди теперь как бы могли отдать ему большую часть своего дохода, потому что их критические потребности, скажем так, они уже могли удовлетворить. То есть они зарабатывали больше, вот, но и больше могли уже отобрать. И вот весь 19 век вместе с промышленной революцией, то есть с ростом доходов, росло и совокупное, скажем так, налогообложение в любой форме. Да, то ли там в виде прямых налогов, то ли в виде пошлин, то ли в виде инфляции там, и тому подобное. Вот. И одновременно как бы, да, происходила трансформация общества из аристократического, так называемое демократическое, потому что с аристократическим обществом вы не сможете проводить такое большое налогообложение, потому что у вас четко видны как бы правящая каста и как бы подчиненная каста. Вот есть аристократы, они налогов не платят, они не работают, а налоги платят им, да, то есть чтобы этого не было, вот придумали как бы демократию, которая смешивает всех людей в кучу, вот, и трудно сказать, кто из них кого грабит. На самом деле, ну да, они все грабят друг друга, кто-то грабит почти всегда, да, кто-то грабит крайне редко, но тем не менее вот так вот оно сделано именно для того, чтобы
не было четко выделенной, ясной для всех правящей группы, которая была аристократией. И это позволило государству еще вырасти, да, до нынешнего там примерно 50-60% валового продукта оно себе присваивает. Вот, в тех или иных формах. Что касается стокгольмского синдрома, ну так это естественная реакция, потому что это раз, во-вторых, люди просто привыкли, то есть они рождаются в условиях государства, живут всю свою жизнь в условиях государства, и главное, что им не нужно об этом думать. Если бы, то есть те сферы, в которых человек не задействован, да, он и не будет собирать информацию, он не будет разбираться, он будет просто повторять то, что он слышал. Поэтому им нужна пропаганда, поэтому она и работает. То есть она создает это поле, и она его все время как бы воспроизводит. То есть, как если бы, например, я интересовался там каким-то сыроварением, да, то, не интересовался, точнее. Вот. Знал бы, что где-то есть сыроварение, я примерно себе думаю, что там надо, чтобы молоко скисло, да, чтобы там что-то произошло, какие-то бактерии, там, потом надо, чтобы оно там постояло какое-то время. Вот. Но это бы, мои представления очень мало бы имели отношение к реальному процессу, если бы я действительно им занялся. Потому что когда я займусь, тут окажется, что да, оно внешне так выглядит похоже, вот. Но есть куча таких нюансов, которые объясняют, почему это не делают все. К примеру, у себя дома. Вот. Точно так же и с государством. То есть все о нем слышали, все о нем знают, все с ним сталкиваются, но оно не является предметом деятельности людей повседневной, за исключением там группы, которые там непосредственно этим занимаются, то есть политиков и чиновников. Вот. Для всех остальных это что-то чужое, внешнее, которое, что-то они о нем слышали и знают. Вот. А что они слышали? То, что им рассказывали в школе, о том, что это хорошая и полезная, в принципе, полезная вещь. Если бы не бюрократия, которая там немножечко нам мешает, еще есть отдельные недостатки на местах, и так далее. Но мы с ними боремся, конечно же, да, и все делаем ради вашего блага, и по-другому нельзя. По-другому нельзя. Тем более там работает много чего работает на пользу этой идеи. Даже простое перепутывание, да, после того и вследствие того. Традиционная логическая ошибка, да, то есть когда говорится, что были, да, общества без государства, они говорят, но это же были дикие всякие племена, да, то есть они берут, эпоху ту, да, и показывают, а после, когда началось государство, тогда уже пошел рассвет. То есть, простая логическая ошибка, которая здесь нигде не фигурирует сущность государства, то зачем оно нужно, как оно нужно, почему оно там и так далее, и так далее, и так далее. Просто берется два факта, сопоставляется, при том, что и делается подмена, государства и общества. Потому что общество-то никуда не девается, когда в нем заводится государство, оно продолжает развиваться, но если может. И естественно, поэтому на более последующих исторических этапах любое общество при прочих равных условиях оно будет более развитым, есть в нем государство или нет. Так что масса всего. Что касается бедности, богатства стран, опять-таки это же неосознанная политика, то есть никто никогда, ни один политик не делал, а тем более никакое государство, то есть как целая административная система, ничего не делал для богатства или для бедности они делают, потому что они грабят, да, то есть они делают это системно. Но это не есть опять-таки в 90% случаев осознанная цель. Они делают свою работу. То есть они ходят на работу, исполняют какие-то инструкции, что-то выдумывают себе и так далее. Из них может быть тоже 1% или 2% понимают, что на самом деле происходит, как на самом деле все это устроено, и осознанно, да, и это осознанные хищники, осознанные грабители. Остальные это просто соучастники, подельщики, люди, которых они используют в этом деле, и так далее, и так далее, и так далее. Так что никакой политики для осознанного, скажем так, изменения к лучшему для большой, тем более для большой страны быть не может. Это может быть отдельное исключение тогда, когда, во-первых, маленькая страна, и, соответственно, маленький государственный аппарат, и второе условие – это критическая ситуация, кризис.
Ну вот, собственно говоря, мы такие примеры, да, такие примеры есть. Это различные там Сингапуры, вот, различные Гонконги, где просто губернатор, значит, забил на вказівки из Лондона, значит, целенаправленно, и тупо их не исполнял. Поэтому социализма в Гонконге не строил. Вот, а даже наоборот. Ну, вот. Но это вот отдельное только вот исключения, которые, в общем-то, подтверждают правила. Вопрос. Что такое фашизм в контексте Муссолини? Какой-то чуток капиталистический социализм? Спрашивают нас. Какой кто? Слегка капиталистический социализм. Да нет, он обычный социалист. Муссолини, он видный деятель социалистического движения, вот, известный, так сказать, до того, как он стал фашистом. Ну, это как бы корпоративная, скажем так, версия социализма. Вот. То есть, собственно говоря, идея, что вот будет... Опять-таки, это такая меркантилистская организация, да, только вместо короля там вот, ну, как бы диктатор. И в случае Западной Европы и, значит, королей, им не нужна была идеология, да, для как бы того, чтобы работать в этой системе, то здесь присутствует важный момент. Почему? Потому что здесь включены в систему и подчиненные классы, да, которым говорят, что они не подчинены. Вот, а именно работники, профсоюзы, потому что при королях, опять-таки, профсоюзов не было, но были гильдии цеха, но это как бы их трудно в этом смысле считать профсоюзами. Вот. А социализм что привнес в эту, ну, в эту неомеркантилистскую систему, да, это включение туда работников вот, наравне с предпринимателями, вот, которые все являются членами значит, своих корпораций. Вот это фашио, да, то есть пучок из вот этих вот, скажем так, ветвей. Вот каждая из них это вот это какая-то корпорация, то есть какая-то страта общественная. И он как бы вместе держится железным кулаком государства. Вот. И поэтому нужна идеология для того, чтобы объединить их всех, сказать, что они все служат какой-то общей цели. То есть отличие фашизма, нацизма, там, именно значит, коммунизма, оно отличается от любых других форм такого меркантилистского государства тем, что там присутствует сильный идеологический момент для того, чтобы держать это все именно в руке. Вот. Но это просто разновидности как бы одного и того же. Да. То есть есть другой подход, допустим, вот технофашизм, да, который они нам рисуют, там, вот это опять-таки, тут идеология не нужна, да, то есть тут вас просто максимально атомизируют, вот, отодвигают от одного от другого, вот, назначают вам там социальные рейтинги и прочее, вот это все, ну, вот. Но вы не должны, значит, ходить строем, можете, значит, вообще, ну, считать, что вы там свободны и так далее, просто вот вам там не дают доступ там, к банковской карте, например, там, или следят за вашим углеродным следом там, и так далее. Вот. Ну, можно сказать, что это тоже своего рода, здесь тоже своего рода идеология есть, но завтра, например, углеродный след может быть заменен на что-нибудь другое, и может быть вообще без этого можно будет обойтись. Ну, то есть это просто как элемент как бы вот объясняющий, зачем это все надо. Вот. А в случае вот этих вот тоталитарных систем 20 века, да, то есть они все, и главное отличие, это в наличии, конечно же, идеологии, и именно в тоталитарности, то есть в попытке объединить все элементы как бы общества в единую какую-то структуру, вот, где якобы, внутри которой якобы нет классовых противоречий. И потому что все они исповедуют одну цель, одну идеологию и идут, значит, к своей цели. Да? То есть тут все в этом смысле они одинаковы. Да? От нацисты, фашисты, коммунисты, то есть они в этом смысле все одинаковы. Следующий вопрос из чата. Здравствуйте. При анкапе каким образом минимизируются риски возврата к власти бюрократов под соусом социального равенства? Отсутствием власти. 'Некуда возвращаться бюрократам при анкапе. 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 'Некуда во
Коротко і ясно. Поділіться лайфхаками, як не травмуватись об цю реальність, розуміючи, що цей світ отруєний татістською ідеологією. Бо коли починаєш розуміти механіку, якось боляче стає жити. Ну, конечно, да, есть такое. Ну, надо что-то делать, то, что дает, во-первых, результат. Да, то есть, с одной стороны, делать что-то такое стратегическое на долгую перспективу, а важно не потерять как бы ценность простых вещей, где вы видите результат быстрый, ну, относительно быстрый, скажем так. Ну, вот. То есть это какие-то могут быть хобби, вот. Может быть какая-то деятельность, где вы максимально не зависите, во-первых, от этих чиновников, да, например, там, не знаю, там, воспитание детей каких-нибудь, вот, там, рисование каких-то картин, там, что угодно, да, то есть то, что дает, где вы можете оценить, во-первых, адекватно свои собственные успехи, да, то есть сами, вот, во-вторых, вы можете рассчитывать на оценку окружающих, да, то есть попытки, например, продать эту картину, вот, или, допустим, как в случае с детьми, то это работа каждый день, которая может приносить, конечно, и разочарование, и горе, но может приносить и большую радость, вот, к примеру. Вот, так что найти какую-то деятельность, где максимальной степени их нет. Вот, и главное, где вы можете увидеть результат этой деятельности как можно в более короткие сроки, потому что это крайне важно. Вот, потому что когда мы видим, что да, вот мир вот такой несовершенный, и это нас глубоко ранит, вот, и понимаем, что для того, чтобы это несовершенство устранить, нужны какие-то сверхусилия, и что наших сил явно на этих сверхусилия не хватит, конечно, руки опускаются, да. Вот. А нужны какие-то вещи, где бы руки, наоборот, поднимались. Вот. То есть делать что-то такое, что вы можете сделать, вот, и где вы увидите, что вы это сделали. Где вы увидите, что вы это сделали. Там огород спахать, посеять картошку, потом ее убрать, собрать там колорадского жука. Вот. Вот это вот все, оно не случайно как бы, ну, часто приносит людям радость, вот, спокойствие, потому что оно дает результат. Оно дает результат, а для человека, для действующего человека это крайне важно. Видеть то, что хоть что-то, хоть шаг за шагом, да, маленькие шажки, но что-то у него получается где-то. Ну, потому что если думать все время о том, как нам изменить мир, то, понятно, там вы результаты не увидите, скорее всего, в течение своей жизни. Вот. То, конечно, да, это приводит в отчаяние, и как бы хочется сказать, что а ну его нафиг, да, ну, и возникает вопрос тогда, что делать тогда. Ну, вот. Нет, просто надо это понимать, надо это принимать, надо делать со своей стороны все, чтобы этот мир менялся, но при этом и делать что-то такое, что давало бы вам силы. А силы дают только вещи, которые вы можете достичь, да, то есть сам факт того, что вы что-то сделали, вот, он придает сил. Так, нас еще просили прокомментировать деятельность Милея в очередной раз, потому что как раз можно подвести некоторые результаты. Милей, например, отменил регулирование арендной платы в Аргентине, и сразу цены опустились на 30%. Политика открытого неба увеличила количество авиарейсов, ну, соответственно. Потом отменили закон «Купуй аргентинское», соответственно, поднялись объемы продаж. Безрецептурные лекарства теперь можно продавать вообще всем. Ну и так далее. То есть лицензии отмены там, и прочее, прочее, прочее. И просили, вот у нас есть вопрос. Можно ли обсудить достижения, были ли они логичным следствием или невозможно было это спрогнозировать?
Ну, тут, кстати, есть еще Ну, один дело в момент. том, что вот это все состоит из огромного количества вот таких мелочей, которые для того, чтобы это обсуждать, их надо вот иметь список вот, перед собой, да, и по каждому пункту, значит, высказываться. Вот. Ну, то, что было названо, это прекрасно, и как бы так и должно быть. Вот. Вопрос просто в том, что Милей оказался, ну, в тяжелой, на самом деле, политической ситуации, поскольку у него нет большинства в законодательном органе, что, ну, просто сильно вот ограничивает его деятельность, да. Вот, то есть в идеале, вот реформатор либертарианский, он должен, если он попал уже в государство, да, то он должен делать все так, чтобы максимально быстро эти реформы свои провести. Как я уже много раз говорил, либертарианец приходит к власти один раз. Он должен прийти к власти, эту власть, значит, взять это колечко, бросить в Варадруин и уйти и закрыть за собой дверь. Все, то есть никакой власти после него вот в той форме, в которой она была, да, оставаться не должно. Может быть, какие-то там переходные формы и так далее. Вот. У Милея этого явно не получится. У Милея этого явно не получится. То есть, поэтому, если он не решит эту проблему, да, то ну, есть большой риск, да, что следующий там какой-нибудь там президент опять придет и все это поотменяет нафиг, да. Ну, как и в случае с Трампом, там, и с любым другим такого рода случаем. Вот. Поэтому, что бы он сейчас не сделал, да, все это будет, ну, находиться под угрозой последующей отмены со стороны его как бы наследника. Вот, поэтому ему надо либо готовить каких-то там наследников, создавать какие-то партии для того, чтобы не допустить там победы как бы врагов, так сказать, на следующих выборах, так в надежде на то, что эти реформы, которые дают не быстрые, потому что есть, ну, вещи, которые дают быстрые эти самые там результаты, которые можно предъявить, а есть как бы системные, которые работают долго. Вот. И, конечно, надо системные делать прежде всего, потому что они работают со временем, и тут дальше идет как бы накопительный эффект. Вот, чем дольше как бы эти системные изменения сохраняются, тем больше результата они последующим, значит, дают и облегчают уже, допустим, работу над другими задачами, над разгребанием, так сказать, других конюшен. Вот. Но, еще раз говорю, в политической ситуации он тяжелый, поэтому большинства у него нет. Я не знаю, сможет ли он его получить там на выборах в этот их конгресс. Вот. Поэтому делать какие-то долгосрочные прогнозы в случае Милея и даже браться оценивать что-то, ну, можно только очень условно, да, что вот сейчас оно идет пока что хорошо, а как оно там будет, мы не знаем. Вот, потому что, ну, как бы, чем отличается здесь либертарианец от классического либерала, что классический либерал думает, что вот он пришел там, НДС снизил на 2%, и это большой подвиг, да, но либертарианец понимает, что это ничего не значит. Что даже если ты снизил, то это где-то вылезет потом в другом виде, потому что и выяснится, что совокупные государственные расходы вырастут, вот, и налогообложение тоже может вырасти совершенно неожиданным где-то образом, там, где ты это не контролируешь. Вот, потому что государство, оно расширяется естественным путем, вот, и контролировать этот процесс из президентского кресла очень трудно. Вот, потому что это все равно, чтобы пытаться контролировать рынок. Да? То есть почему не удается контролировать рынок? Потому что это человеческая деятельность, в которой занято много людей со своими интересами. Также и государство. Да? То есть это те же самые люди, которые заняты в другой сфере, но она имеет как бы негативные социальные последствия. Вот эти негативные социальные последствия в виде там налогообложения и прочего, они возникают как бы, вроде как бы из ниоткуда. Вот. В результате принятия каких-то инструкций какими-то ведомствами, там, о существовании которых никто там ничего не знал долгие годы, да, оно там себе сидело, тихонько зарплату получало, и туда пришел, к примеру, какой-нибудь директор, который там обладает хорошими предпринимательскими качествами. Он решил, значит, как любой предприниматель,
вот эту ситуацию использовать к выгоде себя и и к выгоде своего офиса, да, потому что у бюрократа задача это расширение своего офиса и увеличение своего бюджета. Вот, собственно говоря, это две основные функции, которые он решает. Вот. И вы не знали ни сном, ни духом о его деятельности, а тут вдруг он раз что-то там выстрелило у него, где-то он там что-то пропихнул, какую-то бумажку подписали, и вот оно пошло вдруг, да. Вдруг как черт из табакерки вылезла какая-то новая регуляция смертельная, о которой вы даже не знали, что она может быть. Вот, поэтому здесь пока еще говорить рано, то есть можно, но опять-таки рано, но и да, для того, чтобы говорить, нужно иметь полный список как бы, того, что он сделал. А сделано там много, но вот таких вот каких-то мелких действительно, с нашей точки зрения, решений, безусловно, то, что было перечислено, это полезно и хорошо. Ну, тут еще со стороны либертарианцев идут в сторону Милея о том, что он подписал меморандум с МВФ и теперь идет за деньгами к левакам. Как он посмел такое сделать? Так что тут есть другая сторона. Но мы не знаем, да, всех обстоятельств. Я бы не стал на самом деле. Да. Если бы я уже рассказывал о том, что я отменяю центральный банк, значит, я должен был отменить центральный банк. Вот, что, собственно говоря, сразу же означает, что больше МВФ вообще как бы на горизонте нет. Вот, потому что МВФ это есть как бы прямое следствие наличия у тебя центрального банка. Как только у тебя заводится центральный банк, у тебя заводится МВФ автомат. Вот. То есть отменил, ну вот и хорошо. А дальше уже расклебывай там, что. Но я думаю, что то, что он его не отменил, является результатом каких-то компромиссов. Опять-таки, потому что он должен идти на какие-то компромиссы с какими-то разными другими, значит, силами для того, чтобы оставаться у власти. Это безусловно так. Это безусловно так. И эти все, видимо, решения уже последующие, связанные с МВФ, это тоже из ну, как бы результаты этого всего. Владимир, объясните, как у этой украинской элиты получилось, что после потери денег из США мало того на месте остаться, так еще и расшириться, нанять дополнительно в государство людей? Может ли из Украины вместо либертарианского офшора выйти Куба в итоге? Но как им удается это удерживать, не имея денег из США? Ну, потому что деньги из США были не единственным источником денег, там еще есть Евросоюз. Вот, поэтому вот хватило. Поэтому хватило, и как бы по ним это пока еще, так сказать, не так сильно ударит. Вот. Если Евросоюз решит, что оно им не надо, ну тогда будут какие-то перемены. Да, но, наверное, пока государство будет все равно держать. Но если подняли зарплату прокурорам, судьям и ментам, то значит деньги еще есть. Так что, Владимир, что вы скажете по поводу предложения Арти Грина касательно того, что заморозка сейчас лучший вариант, ибо альтернатива дальнейшей мобилизации общества в Российской Федерации, с которой уже не справится? Ну, заморозка все равно, она так или иначе, очевидно, будет. Вот. Мобилизация в России, я не думал, что она вот так вот прямо вот что-то. Она же там, попытки ж были. Вот. И не зря же они отказались в итоге от нее, да, то есть она там формально как бы действует, но в таком виде, как у нас, ее там нет. Вот, а перешли на контрактную как бы вот эту вот систему, потому что она гораздо более эффективна. Вот. Если бы, значит, Украина сделала то же самое, да, то есть отказалась бы от мобилизации и сделала бы упор на как бы контрактную систему, то, конечно, возможно, и там результат военный тоже был бы другой. Вот, не просто возможно, скорее всего, да, потому что с мобилизацией много чего связано, в том числе и немотивированность как бы тех людей, которые воюют. Вот. И они либо не воюют, они, значит, убегают там, и так далее. Но главное, что человек, как бы, который, ну, которого поймали, он туда пришел, он не видит своего места в той системе. Человек, который пришел по контракту, он видит. И он по-другому будет относиться к командирам там, и так далее. То есть одно дело командовать вот этим стадом мобилизованных,
Вот. А другое дело командовать людьми, которые пришли зарабатывать деньги, которые хотят, чтобы их не кидали, например, на мясо, вот, которые видят и по-другому оценивают те же военные там вот, обстоятельства на поле боя. И требования к командирам были бы другие, и снизу. Снизу. Вот этого, я думаю, они боялись. Плюс, конечно, очень важный момент здесь – это террор внутренний, да, вот это продолжение этой всей мобилизации, от которого они тоже, конечно, отказаться не могут. Ну и, конечно же, там просто, так сказать, целое поле, значит, это пастбище, или как хотите это называйте, то есть где они просто тупо собирают деньги, значит, с этих людей. Вот, то есть способ грабежа, конечно же, тоже является одной из причин, почему это все сохраняется. Вот. Но если это можно было бы ликвидировать, да, точнее, если бы это ликвидировать, потому что это можно ликвидировать, можно остановить, так сказать, легким движением руки товарища Зеленского, вот, то и военная ситуация была бы другой, и армия была бы, так сказать, скорее реформирована бы, да, потому что давление снизу бы выросло очень сильно, вот, на всех этих дебильных командиров, которых, ну, их пришлось бы куда-то девать, что-то с ними делать, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому я думаю, что, ну, точнее, я не думаю, что мобилизация в России там какая-то такая, она что-то может изменить. Потому что будут такие же точно наловлены, как бы, не желающие, вот, которые тоже будут разбегаться, которые тоже будут не хотеть, так сказать, воевать. Вот, поэтому она, ну, не сможет, как бы, ну, это преимущество якобы использовать в своих целях. Ну, в первое время, наверное, еще сможет, а потом, так сказать, против нормальной армии мобилизация не помогает. Ну, вот, если бы у нас была нормальная армия, да, то тогда хоть они там мобилизуют, хоть не мобилизуют, какая разница. Ну что, как и сказали, в час мы уложились, поэтому если на чьи-то вопросы мы не ответили, извините, мы уже договорились, что сегодня мы вот час разговариваем, и все, и на этом заканчиваем. Час прошел, на кому вопросы ответили, те получили свои ответы, на чьи вопросы не ответили. В следующий раз задавайте, обязательно ответим. В следующий раз мы встретимся 19 апреля, 2 недели у нас мы пропускаем, а 19 апреля обязательно встретимся. Так что у вас есть 3 недели, чтобы накопить новую пачку вопросов и задать их уже сразу огромной пачкой. Все, всем спасибо, и на этом заканчиваем. Всем пока, большое спасибо, Владимир, спасибо, кто смотрел, кто не подписался, подписывайтесь, потому что если вы подпишетесь, сможете задавать вопросы в чате. А так, не подписанные, можете задавать вопросы в комментариях. И мы на них даже, может быть, ответим, если я не забуду. Все, всем спасибо и пока. До свидания. До свидания.